Покер – игра одновременно сложная, веселая и эмоциональная. Кто-то относится к ней как к развлечению, но есть люди, для которых покер становится частью жизни. Именно о таком персонаже снят фильм, раздачу из которого мы сегодня разбираем. С вами Покер.ру, канал крупнейшего сайта о покере в Рунете. И по традиции лайк, подписка, колокольчик. Спасибо. Стань покерной легендой вместе с OneWin Poker. Собери Royal Flash за любыми кэш-столами по холдему и забери $1000 призовых. Фильм «Везунчик» 2007 года рассказывает историю профессионального игрока Чака Чивера. Его цель – титул в мировой серии покера, и он готов идти до конца. Правда, есть одно серьезное препятствие, и это не кто-нибудь, а его родной отец, опытный покерист старой школы, который становится соперником Чака как в жизни, так и за зелеными столами. Впрочем, раздача, о которой мы будем говорить, сыграна задолго до основных событий. Его отец только присоединился к игре и успел кулернуть одного из оппонентов, собрав старший сет в 4-карточной омахе. Но на момент нашей раздачи участники уже соревнуются в техасский холдем. Увы, мы не видим весь экшен. Режиссер переносит нас сразу на терн. На столе лежат бубновая 9 и 7, четверка пик и двойка червей. Отец героя ставит 8000, а затем показывает себя настоящим психологом, пытаясь выбить сына из равновесия. Он предполагает, что у того оверпара или карманная пара девяток, а это, между прочим, сет абсолютный нац в этой ситуации. Он также озвучивает возможный ход мысли Чака, якобы тот думает, что у самого старика флеш-дро. И вопрос в том, соберет ли он флеш. Он советует сыну не рисковать большими для него деньгами, ведь в случае доезда в масть он заберет приличную часть его банкролла. Вопрос в том, почему ты так красноречив. Может, не удалось собрать масть? Мы оба знаем, что подсказывает опыт. А как бы ты поступил? Сыграл бы осторожно? Мы ведь не в интернете играем. Поднимаю. Играю на все. Но Чак не доверяет красноречию отца и идет all-in. При этом он добавляет, что настолько уверен в победе, что мог бы поставить и больше. Уверен. Можешь взять обратно, я не против. Я бы и больше поставил. Неужели? Да. Отец цепляется за эту фразу и предлагает добавить в банк талисман Чака – обручальное кольцо. Оказывается, тот заложил его в ломбард и в качестве ставки предлагает квитанцию за него против дорогих часов отца. Ты прав, нет. Но я готов поставить квитанцию из ломбарда против твоих часов. Да? Можно? Отметим, что такие действия в реальной жизни запрещены в большинстве казино. Играть можно только на фишки, находящиеся за столом. Впрочем, не секрет, что для важных клиентов заведения всегда могут делать исключения. Я знаю, что это кольцо очень тебе дорого. А мне очень дороги мои часы. Булова, 38-го года, часы моего отца. Он носил их всю войну. Но я принимаю вызов. Нет возражений? Издеваешься? Это ваше дело. А мы полюбуемся. Итак, в банке неизвестная, но очень приличная сумма денег, плюс залоговая квитанция на кольцо и часы Булова. Отец переворачивает свои карты, и у него пятерка и шестерка бубен. То есть Чак был прав. Правда, все куда хуже. Кроме флеш-дро, у него еще и стрит-дро, так как восьмерка или тройка дает ему стрит. Такое мощное сочетание называется комбо-дро. Чак открывает свои карты, и у него действительно пара девяток сет. Дилер выкладывает ривер, и это тройка в масть к флеш-дро. Отец собирает флеш и делает сына полным банкротом. Выиграл флеш на бубнах. Паршиво. Грустно, Гиклберри. Иногда благоразумие не мешает. Итак, что вообще произошло? Стоило ли Чаку послушать совет отца и отказаться от борьбы, сбросив сет? Технически это была бы полнейшая катастрофа с точки зрения стратегии. Первый нац на терне не имеет никакого права уходить в пас. И все же катастрофа в итоге произошла. Чак проиграл все накопленные деньги в результате бэтбита. Отец, безошибочно угадавший его руку, просто поиздевался над ним. Он отлично понимал, что в выставлении у него меньше шансов. Эквити
его коннектора против сета около 30%. Но 30% это не 90 и тем более не 100. Если бы мы знали точный размер рейза у Чака, мы могли бы посчитать шансы банка и выяснить, насколько верным было решение отца. Можно предположить, что кол, если не плюсовый, то уж точно не слишком убыточный. Естественно, для главного героя это не повод отказываться от старшего сета. Вопрос в другом. Что он вообще забыл в этом банке? За этим столом, на этих ставках. Выходит, он играл на последние деньги. Виноваты в поражении не дилер, не отец, не судьба. Виноват мнимый профессионал, который сел играть, взяв с собой за стол весь банкролл. Своим all-ин'ом он превратил покер в рулетку, надеясь сорвать куш. Даже против обычного флеш-дро его эквити не превышал бы 85%. То есть в 15% случаев он все равно лишился бы всего. С точки зрения стратегии, оба чивера, и старший, и младший, сыграли достойно. Ты знаешь? А я тебя недооценивал. Ты не совсем болван. Разница в том, что отец мог себе позволить эту раздачу, а сын нет. За что в итоге и поплатился. Напомним одно универсальное правило, следовать которому обязан каждый профессионал. Нельзя играть на деньги, потеря которых может поставить крест на карьере. За один стол можно брать не больше 1-2% от своего банкролла. Иначе рано или поздно дисперсия вас просто уничтожит. Конечно, по законам жанра фильм «Везунчик» заканчивается почти хэппи-эндом. Правда, не победой на мировой серии, а восстановлением эмоциональной связи с отцом. Это все же спортивная драма. Но в реальности такое отношение к делу привело бы Чака не за столы престижных турниров, а в подворотню без гроша в кармане. Благодарим за просмотр. Пишите в комментариях, какой частью банкролла вы готовы рискнуть, чтобы сорвать куш здесь и сейчас. И не забудьте посмотреть на нашем канале другие видео, разборы партий из таких фильмов, как Шулера, Казино Рояль и Большая игра, Игрок, Мэверик и Король покера, Туз и Штука. Видео уже на канале. А на этом все. Пока-пока.